Вау! Привет, 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 привет! Какие вы хорошие сегодня! Друзья, привет! У меня хорошее настроение, потому что я снова вижу этих прекрасных людей. Прекрасная Елена, неподражаемый Нуржан и наша восхитительная аудитория. Друзья, я вас всех люблю. Давайте перейдем к новостям. Очень много интересного сегодня. Поехали! Друзья, привет! У меня для вас сегодня много новостей. А у вас? У меня парочка тоже найдется для вас новостей. А у меня 2 коммента. Тогда начнем, конечно, с комментариев. С фирменной фишки Нуржана. Я выбрал тут 2 комментария. Один относится Один к я тебе, тебе выбрала. одна она выбрала. Но она относится ко мне. Да, С я чего не начнем? могла пройти мимо просто такого. С чего начнем? Ну давай с этого. С этого чего? Прекрасного. Хорошо. Комментарий от Марии. Читаю. Ну, отдельный комментарий для Нуржана. Он мне очень нравится, настоящий казах. Вот именно так я себе представляю казах. Очень приятно. Я представляю статно, интеллигентно, чувствуется ее сила духа. Ну, это, Про тебя, да, точно. это точно про меня. Чем-то даже на Димаша похож. О, Аминь, аминь. Ну, какой Спасибо хороший большое, комментарий. Мария, за такой лестный комментарий. Очень приятно. Буду стараться быть похожим на этого человека, которого вы описали в комментариях. Слушай, такой хороший комментарий, ничего себе. Да, действительно, спасибо. Друзья, я все ваши комментарии читаю. Я знаю, что ребята тоже читают все ваши комментарии. Все. А также, Абсолютно все. чем больше вы ставите лайков, дизлайков же сейчас не видно, тем больше вы ставите лайков, тем больше вот эти вот наши выпуски, они предлагаются всем людям по всему миру. И наши выпуски даже иногда попадают в рекомендации, представляете? Слушай, Это очень приятно. касательно дизлайков, ты их видишь у себя в системе? Я вижу. Всё. И я вижу даже, что есть те, которые для профилактики. Кто-то для профилактики, а кто-то еще, я знаю, что ставит, чтобы не сглазить. И я знаю, что у нас есть тоже и, как сказать, те, кто желает нам большой дороги и великого пути, Вот хорошего я будущего. Конкретно этот Хейтер, человек... хейтер Нет, вообще. это не хейтер. Есть имя конкретно этого человека. Я хотел комментарий прочитать, это относится к тебе. Ко мне. Да. Слушай внимательно. Алишер Дюсенов пишет комментарий. Это было 9 минут назад, кстати. Аня, какой 9 9 минут назад было, когда ты Да, когда ты выпустил. выпустил ролик, через 9 минут он написал комментарий. Брат, запомни, я всегда буду лайкать твое видео. Ты понял? Это не просто так. Чтобы продвигался твой канал. Почему я так делаю? Потому что ты именно вцепился, так сказать, в Казахстан. Это меня очень радует. Какой привет, такой ответ. Салам алейкум. О, малейкум ассалам, коп рахмет. Я вот, Алишер, я не знаю, откуда вы, но я предполагаю, что Западный Казахстан. Если нет, то напишите в комментарии, откуда вы. Мне очень интересно. А вообще интересно, да, например, в Инстаграме я вижу, с каких городов смотрят нас, там очень много зрителей из Алматы, из Астаны, а вот на Ютубе я не знаю, я просто вижу, что у нас очень много людей смотрят из Казахстана. Друзья, напишите, из какого города, а мы тогда, Нуржан у нас, получается, становится экспертом, не только по названиям для шоу, потому что Нуржан придумал название Иванбек Шоу, но и также Нуржан становится экспертом по комментариям, и Нуржан сделает тогда подборку, да, Да, и расскажет нам в следующем выпуске, из каких городов Процентное нас слушали. соотношение. Да. Статистику. Пожалуйста, облегчите мне работу. Напишите, откуда вы и следите. Да? Да. Может быть, даже что-то еще дополнительно напишите. С какого рода вы? Вот, да, кстати, сегодня был прямой эфир, и там спросили, Нуржан, я вот тебя хотел спросить, Нуржан, там говорят, Иван, а вы с какого РУ? Я не сразу понял. Еще писали, что средний ЖУЗ и ОРЫС. Есть? Орзжус. ОРЫС ЖУЗ, да. Да. Вот. Ты, наверное, когда бюрса получишь гражданство Казахстана, при помощи наших подписчиков, я уверен, что они тебе помогут, то ты можешь основать новый ЖУЗ, или Алга ЖУЗ, или Орус ЖУЗ, Вау. как тебе угодно. Слушай, Перспектива, слишком круто как-то звучит даже. Не знаю. Основоположник в древе казахской нации будет отдельное твое. Слушай, слишком как-то тебя понесло, слишком много чести, мне кажется. Но, конечно, приятно. Я хочу вам, друзья, начать свой рассказ, как прошла у меня неделя. Хочу рассказать несколько историй. Очень интересные случаи случились, как со мной, так и тоже в Анталии. Почему-то все сегодня связано будет с Анталией. То, что у меня... Да. Дело в том, что казах приехал на отдых в Анталию. Этим случаем делится с нами Меруерт. Это девушка, наша подруга из Анталии. И она рассказала о том, как казах приехал на отдых, поплыл на лодке с туристами,
в открытое море, и лодка сломалась. Сломалась, в смысле, сдулась? Нет, Большой корабль, да, А, Катер, наверное, да? да, катер, Двигателем. яхта Ага. или что-то такое. Ага. Это популярный вид отдыха здесь. И яхта сломалась. И 9 часов они провели под солнцем, хорошенько поджарились. И когда уже вот прошло часов, не знаю сколько, часов 8, наверное, прошло. Ну, в общем, много времени они там уже пробыли. И вот этот казах, он понял, что не могут починить лодку. Он сказал: ага. ага, Поплыли, да? взял, не поплыли, залез, быстро починил лодку, и они вернулись благополучно домой. Есть даже Видео. немного кадров, видео и фото. Да, я видел. Ну, молодец, слушай, Красавчик. да. А что ждать-то 9 часов? Удивительно, я да? уверен был, что он специально ждал 9 часов, чтобы, ну, попрыгать в море, Ну да, поплавать, отдохнуть, насладиться позагорать. уже. А когда понял, что, ну, наверное, все-таки... Уже загорел достаточно, Да. да? Все, Починил. и поплыл. отдыхался. Не, Пора ну домой. красавчики, да. А интересно, а почему береговая охрана не проплыла? Интересно, почему сами вот моряки Вообще не непонятно. справились? Где был капитан корабля? Может, Хорошо, улыбался? что? Как хорошо, что Может быть, рядом что-то есть чего-то мы казахи. не знаем, да? Как вы думаете, почему вот так получилось? Почему казахи вот снова и здесь даже смогли проявить себя каким-то необычайным образом? Не, я бы поступил, я необъяснимо. бы поступил Ты точно вот так так же. же? На факт Если бы произошла такая авария, я бы, наверное, Тоже воспользовался моментом, сначала. Подождал бы? насладился бы. Я подумал, что придет охрана, береговая куда? охрана и поможет. А до этого момента я бы плавал, отдыхал, загорал. Он точно так же думал, а потом подумал, надо Всё, домой. Без Домой меня пора. никак, да. Видимо. Все-таки они не справятся без меня. Придется вмешаться, показать класс. Да уж. В общем, ну, такая вот удивительная... Да, удивительная как новость. повезло остальным, да, что там на борту был он. Я думаю, что им Человек. это все Как его запомнилось. зовут? Его зовут Фархад. И интересно то, что он был там не один. Он там был со своим отцом. Его зовут Жакет. Ему 60 лет. В общем, они там веселились, Я отлично уверен. проводили время. Вот, в общем, ну наконец-то мы хоть выяснили, что стало причиной такого длительного ремонта. Почему казах сразу не починил. А казах еще есть сразу не взяли. момент, смотри, ты оплачиваешь Ты же яхту Да, да. оплачиваешь. ты оплачиваешь за 5 часов, уплываешь, и так возникает, что оно ломается, у тебя плюс еще 4 часа. Дополнительное время, бонус. Да, кстати, он из Костаная. Это о чем мне нужен? Я вот Это говорит о том, что в Костанае же моря нету. Как они вот взяли лодку, починили, разобрались? как нету. Есть Костанайское море. Костанайск? Каждый костанайец А, имеет, да. знаменитое Костанайское. Знаменитое. Слушай, Да. слышал. Да, Ну, в действительно. смысле, вы шутите, да? В Костанайской области есть море, и в каждой... А. Да. Вот он. Что, нет? Ну, конечно, там почти все рыбаки, и каждый человек, каждый казах умеет ремонтировать лодку. Это Все теперь Стой, все подожди, какое море в Костанае? ты не знал? Нет. Костанайское море. Есть Аральское море, Костанайское море, извиняюсь. Я загуглю. Из-за гугли нет никакого Костанайского моря. Блин, вот это ты шутник, конечно, еще тот. А как вообще такое возможно? Они что, такие крутые на самом деле? Я считаю, что они крутые, действительно. Ну, как весь Казахстан. Не только крутые, но еще и сильные. Ребята с Костаная, а рядом находится город Кокшетау. А там Шахат Рахмонов. Кстати, о что нем. происходит сегодня? Кстати, Да. да, у меня это новость моя, между прочим. Не отбирайте мой И хлеб. он не просто так украшает сейчас наш, кстати, эфир. Давайте, расскажу. Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов досрочной победой над американцем Нилом Мэгни добился впечатляющего достижения в UFC. Рахмонов одержал 16-ю подряд досрочную победу в ММА, что является текущей самой длинной серией среди действующих бойцов UFC. И, кстати, потом после боя он сказал, что Стивен Томпсон, ты следующий, или он следующий, как-то так. Так что круто. будем ждать следующего еще боя. Да, я, кстати, смотрел поединок. тоже. Сделал даже небольшой обзор. А, кстати, как назывался этот прием, в котором Прием он... гильотины. Гильотины, да? Гильотина, Это да. все казахи знают, да? У меня близкий друг Искандер Байтимиров, он меня 2 года тренировал, и я вот, немножко совсем понимаю в этом деле. У меня друг Арман Успанов. О, Да, мы когда с ним были на Дала Баттл, мы с ним немного общались, сидели рядом, но я вот как-то никак не осмелился сказать ему, чтобы он мне тоже гильотину показал. Ну, оно не и к рекомендую, лучшему. знаешь. Да. Но
Давайте пожелаем Шавкату Рахмонову Да. успехов. Да. Он Успехов и выиграть ему 17-й бой. 17 Да. или 17 Да, и и получить серия чемпион. продолжалась и продолжалась. Да. Беспроигрышная. Надеюсь, он нас увидит и услышит. Слушайте, ребята, Шавкат классный боец, он показал, кто он есть на самом деле. Желаем ему 17-ю победу, но нельзя забывать о Сергее Морозове, который в этот же день также ее выиграл. Да, тоже Да. поздравления наши ему О! отправляются. А, кстати, Сергей Морозов очень важный бой выиграл, несмотря на то, что главным боем было, конечно, поединок Шавката, точнее, этот бой был главнее. Но Сергей Морозов отдал должок бразильцу, Да, у них там разборки длительные были. И, кстати, не только за себя, но еще и там За его друга. еще за одного друга. Да. Но, друзья, напишите в комментариях, если вам интересно единоборство, интересно UFC, мы будем эту тему тоже дополнительно подробно отслеживать. И раз мы уже начали про новости, у меня есть еще одна новость, давайте я вам зачитаю, это уже отходим от спорта, здесь уже интеллектуальная более тема. Более 14 выпускников школы-пансионата IQ Анат получили приглашение на обучение из топовых зарубежных вузов. Такие вузы, как Michigan State University, Arizona State University, это США, Манитоба University, Канада, и не только, и другие университеты дали приглашение ребятам. Также 11 ребят стали обладателями гранта Назарбаев University, а двое выпускников выиграли грант WestDU. Все эти ребята когда-то учились в селах, но показав лучшие результаты на Олимпиаде IQ Анат, они были отобраны на бесплатное обучение в инновационной школе IQ Анат High School of Бурабай. Эта школа открывает бескрайние возможности для личностного роста, и она вообще типа для одаренных детей. И там очень многие после этой школы где-то добиваются высоких успехов. Всем ребятам давайте пожелаем удачи в их Ура! деятельности, в их учебе, чтобы новые умы, новые интеллекты открывались для Казахстана и в мире также прославляли Казахстан, что говорили, что это интеллектуальная тоже страна, высокоинтеллектуальная, и кадры готовит она действительно сильные. У меня есть, кстати, подтверждение тому, что Казахстан славится своими умными и очень интеллектуальными людьми, да, спасибо. И я хочу рассказать про то, как девочка, которой 7 лет, она, представляете, выиграла чемпионат мира по шахматам. 7 лет. Я тоже видела. Обалдеть. У нас становится сильная школа шахматов. Так уже хотят же ввести шахматы как предмет, дисциплина в школе, я слышала. И суть в том, что вообще она не должна была ехать изначально. Да? То есть в последний момент ее включили. Она приехала и всех там переиграла. Я на связи с ее дядей. Он нам написал в Инстаграм, мы с ним общаемся, он мне присылает разные материалы. Некоторые материалы я вам сейчас покажу. Дело в том, что была встреча, ее встречали как настоящего героя, как юную героиню, и она стала такой маленькой звездой и даже успела познакомиться с легендой, уже, представляете, можно сказать, легендой про совсем молодую девушку, Женсаю Абдумалик. Да. Она уже стала легендой шахмат. И, в общем, они уже познакомились, и даже Женсая сказала, что она готова, она видится с Маликой очень часто, и она уже готова даже с ней сыграть в любой момент. Вот это вот будет интересно посмотреть, 7-летняя девочка, как будет. Какие гроссмейстеры вообще в Казахстане? Вот. И я так понял, что девчонки сильнее играют в шахматы, да, Нуржан? Ну, выходит так. Чем парни. Ну, хочется вот просто девочке пожелать аккуратнее быть, вот, способность все равно, когда вот в таком юном возрасте ты начинаешь там чего-то добиваться, какие-то успехи, очень нужно аккуратно с этим. И вот семье тоже хочется пожелать, чтобы они поддерживали своего ребенка и вот оберегали как можно сильнее от каких-то внешних воздействий. У меня тоже есть комментарий, это уже немножко более глобально. Про мою страну хотел вам сказать то, что в стране есть какие-то вопросы касательно дороги, да, коммуналки, или же, допустим, заработной платы учителям и все такое. Есть вопросы, так сказать, мягкое. Но я что-то водить пришел. Да, чуть-чуть. Я имею в виду, что у нас есть программа «Болашак». То есть, если в Казахстане человек обладает интеллектом, то у него нет препятствий достичь высоких результатов, потому что и правительство помогает, и уже так создано,
что если у тебя есть какие-то таланты, то при сильном желании ты можешь достичь больших успехов. Это Не круто. только в Казахстане, а уже за пределы Казахстана. Это Ну, круто, мирового и масштаба. так и должно быть. Вот вы видите, 14 ребят в Америке будут учиться, но это уже кардинально поменяет их жизнь, мировоззрение. Завтра они приедут, и это большое дело. Так и я как-то в новостях рассказывала про парня, которого пригласили там тоже в 11 вузов. Он гранты выиграл какие-то нереальные. Очень классно. И очень классно, что многие не просто хотят, да, уехать получить какие-то знания, а они хотят вернуться и в своей родной стране улучшить что-то, создать новое и вот распространять эти знания, уже внедрять, да, в систему родной страны. Кстати, примеры, я знаю лично примеры вот таких вот талантливых уже предпринимателей, которые уже стали на ноги. Я был на дне рождения тут, тоже, кстати, в Анталии. У нашего канала есть очень большие друзья. Мы даже называем их Алтын Ага и Прекрасная Тате. Алтын Ага Сабыржан Серикович, это основатель компании Тоймарт. В Казахстане есть компания Тоймарт. И дело в том, что его сын Дастан Сабыржанович, он праздновал день рождения вот здесь, вот в Алании. И он сейчас управляет компанией, хотя ему 35 лет. То есть это тоже пример такого супер талантливого, успешного предпринимателя, который вот в молодые годы и уже вот помогает его родителям. Но суть не в этом. Суть в том, что я побывал вот на казахском дне рождения и, во-первых, удивлен был атмосферой, которая там царила. Вообще казахская семья для меня это какое-то открытие. Тоже вот один из феноменов Казахстана — это казахская семья. Вы представляете, Сабыржан Серикович и Светлана Мукашина, они приехали в качестве сюрприза на день рождения к своему сыну. Никому ничего не говорили, мне сказали, правда. Я не знаю, может, еще кому-нибудь сказали, но вот мне Он не знал, главное, да? Да, мне Сабыржан Серикович позвонил, говорит, я вот хочу сделать сюрприз. Я говорю, Сабыржан Серикович, я тоже хочу, если вы не против, посмотреть на это. И, в общем, так получилось, что я там оказался, и я сделал репортаж. Все это окажется на нашем канале уже вот на этой неделе, можно будет посмотреть. Удивительно. Первое, что надо сказать, это вот отношение родителей к детям и отношение детей к родителям. Я такого, конечно, не везде видел. Это редкость, когда родители гордятся тем, какие достижения сделали их дети, а дети, наоборот, стараются оправдать вот доверие родителей и усиленно стараются их вот таким образом отблагодарить. Ну, здесь двойная отдача, вот искренняя, да, когда и ты хочешь все сделать, и тебе тоже вот хотят все отдать. Вот такая вот двойная отдача. Такое же мы, кстати, видим в семье Димаша. Там тоже Димаш благодарит своих бабушек с дедушкой, он даже называет их родителями, старшими родителями, потому что эти старшие Они родители, вложили в него они столько. вложили, да, сделали большой вклад. Ну, как тебе на дне рождения? Что интересного было? Супер. Но обо всем подробно узнаете из ролика. Скажи только, что я вот чем еще был действительно Удивлен. поражен и удивлен, это казахский тост. Я первый раз был на дне рождения, я был уже на разных мероприятиях, вот не был пока на свадьбе, очень хочется тоже побывать. Но вот один раз побывал на дне рождения. Какие слова говорят? Вот говорят, да, что вот Пушкин там, все такое, богатый русский язык. Нет. Надо, чтобы понять, вот осознать все богатство русского языка, даже микса русского с казахским, надо сходить на день рождения или на той, или на свадьбу. И вот там вот каждый, человек, который начинает говорить, и это настоящее произведение искусства. Льется, да, речь? Я действительно поражен. Надо учиться вот записывать каждый тост. Ты говоришь про тост, а я вспоминаю, и уже мне ностальгия возникает. Хочется опять прийти в казахский тост. То есть. Хочется был, поехать в кстати? Казахстан, да? Да. Кстати, про следующую тему. Не будем останавливаться много на дне рождения, чтобы сохранить интерес наших зрителей. Дело в том, что я тут познакомился с турчанкой, у которой был казахский флаг на футболке. Интересно. Да, я с ней сделал фильм, я с ней встретился, и одна из вещей, которую она мне сказала, очень хочется взять и поехать в Казахстан. Говорит, не знаю, что со мной происходит, но в последнее время ничего не могу с этим поделать. Говорит, хочу в Казахстан и все. Как вам такое? Нуржан, вот тебе как казаху приятно такое внимание? Конечно, приятно. Да. Откуда у нее У меня сейчас возникает... Тоже желание, да? Нет, сейчас в сети распространяется не мем, а это звук, озвучка там. Говорит, ну все, хочу ехать в Казахстан. Вот здесь прикол, да? Да, из КВН. Там еще в КВН он... Турсунбек, да. И ты говоришь, что я хочу все, в Казахстан. Ассоциация.
еще тогда небольшой вот добавлю, чисто для интереса, полностью не буду рассказывать. Еще одну вещь, которую она мне сказала. Я у нее спросил, что ты сделаешь первым делом, когда вот прилетишь, приземлишься, твой самолет приземлится, что ты будешь первым делом делать? Она говорит, я выйду из самолета, пойду в ближайшее кафе и, говорит, закажу шашлык. Представляешь? Вот так вот такая вот турчанка, да? Удивительно, да? Откуда у нее эта любовь? Или ты... А вот это все, откуда у нее эта Мне все любовь? хочется сразу знать. Вот это, откуда у нее такая любовь, и почему она носит турецкий флаг, казахский флаг, хотя сама турчанка, как реагируют ее коллеги, как местные жители реагируют, вот об этом, обо всем. Вы, друзья, узнаете из ролика, Одни который скоро сюрпризы. появится. Откуда у нее такая любовь, да. 7 лет я проработала в Казахстане, да. Скучаю. Все узнаете, друзья. Также, кстати, еще, ладно, так уж и быть, еще небольшой секрет раскрою. Она там тоже делится тем, как ей привозят, когда казахскую еду, какая реакция у местных, когда они пробуют. И привозят казахскую еду в Алании. Ей привозят казахскую еду в Алании, она ходит в футболке с казахским флагом, она хочет поехать в Казахстан. Ну, в общем, Очень интересно. очень интересно. Друзья, на все подробности уже ждите на этой неделе. Можно будет через нее этот пурдак заказать? Да, сырне лучше, да? Сырне, или как правильно? Не знаю, я хочу пурдак. Ты знаешь, что такое пурдак? Курдак знаю. Это, что это? Это любимое блюдо Иманбека, я вот это могу сказать. Он когда Грэмми получил, у него спросили, что ты будешь делать? Он говорит, я сейчас приеду домой себе, буду есть. Теперь мы курицу». нашли второй секрет успеха. То есть, если ты хочешь стать Димашем, ты пьешь воду в роднике от Тюбинской области. А чтобы стать Иманбеком, ты ешь пурдак. Ну, в общем, пурдак — это в казане мелко нарубленное мясо, баранина. И все. Но это я Поджаренное. не умею готовить. Свежее, Да, поджаренное. свежее должно быть. При каких-то Туда бывает консистенциях, еще я не добавляют там сердце, знаю. почки. Свежий лук и мясо. Да. Картошечка еще туда. И картошечка, она пропитывается вот этим Ну соком. все. Слушай, так захотелось вот теперь после вот этого всего рассказа про Курдак, к Аксу, к Иманбеку, Павлодарская область. Ух. Слушай, надо же, Лена же не была я был в Казахстане, Нуржан, ты тоже. Столько всего. Лену надо нам в Эх, если Казахстан. тебя кто-то отправить. пригласил, да? Потому что возникает серьезный вопрос. Пригласите меня в уже, Казахстан. по-моему, какой у нас выпуск Иманбек шоу? 6-й пошел, да? А помимо Седьмой. этого, Седьмой. Юбилейный. Извиняюсь, юбилейный 7-й выпуск. Юбилейный седьмой? Казахский, 7-й. И тебе Всё. просто необходимо побывать, потому что ты мне задаешь вопрос, а что такое конина? А что такое этот Потом я буду пурдак? рассказывать тебе. Да. А что такое воздух этого Казахстана. Казахстана? Да. Да. Короче говоря, ты должна поехать, скакать на коне, потом его зарезать, съесть. А я, кстати, видел один из комментариев, что там Лену ждут на Алаколе уже. Видишь, уже приглашают. Лакуль красивое место. Хорошо бы, если бы ты поехал в Казахстан, ты бы узнала бы много чего интересного. Конечно. Во-первых, Жить. ты поймешь, что такое жить в юрте. Вот, в Центральной Азии. Да. В юрте жить. Мы в юрте живем, как ты знаешь, казахи. Я предлагаю Лене, я предлагаю Лене организовать месяц жизни в ауле, чтобы Идеально. она, Реалити-шоу сделаем? да, чтобы она прочувствовала настоящую аульскую жизнь. Ну, Ну, хумус, шубат, Для этого нам нужно, наверное, чистое мясо. Ваня, назрел очень серьезный вопрос. Елена должна посмотреть Казахстан. Вот Ну, вопрос. я не уже знаю, спрашиваю, не да? знаю даже, когда мы это можем сделать. Слушай, ждем заявок от телеканалов Казахстана, телеканала Хабар. Меня уже приглашали, кстати. Да? Да, куда-то. Когда это было? Куда-то. Куда-то в Ну, степь. сейчас давайте поконкретнее. Ждем, да, официальное приглашение. Сейчас вы видите на экране наш номер WhatsApp. Также у нас есть Instagram, есть Telegram, в который вы пишете, есть Telegram-чат. Все эти контакты, друзья, для вас доступны. Ждем Отправим приглашения. Лену, чтобы она там... Лену как будто не себя, да? Отправим меня, чтобы я там все разузнала, больше не задавала лишних вопросов, а что это, а что то. Можно даже фильм снять. Реалити-шоу. У нас есть фильм «Еленка Сабина», там девчонка с города едет в аул. Да. Также тут девчонка с Будет России. то же самое, только такая... Ну давай договоримся, версия что не ЛГБТ. будем ее в Астану отправлять, не в Алмату, а вот в какую-то Нет. глубинку. Нет,
только юг Казахстана. Юг Казахстана. Я к чему говорю? Я хочу, чтобы ты научилась готовить, потом пришла и курдак нам сделала. Ну, чтобы Так у нас тут- вот твоя Смотри, основная- какая классная кухня здесь. Курдак можно Вот делать. в чем был Плов. мотив твой. Все понятно. Да, теперь стало. друзья, слушайте, ну давайте на таком вот, на такой радостной ноте будем закругляться. Спасибо вам, друзья, что пришли. Спасибо тебе. Всем наши Спасибо, дорогие зрители, Ваня. что пришли. До встречи уже завтра. Ждите выпуск новостей и много чего интересного на этой неделе. Все, всем пока! О!